Привет всем! Вы на канале Pixel. В этом видео я научу вас собирать куб 2 на 2 с помощью метода Артега. Метод содержит в себе 3 этапа. Этап первый – это сборка белого креста. Притом не важно, в какой последовательности будут расположены цвета, важно, чтобы белые уголки были направлены вниз. Этап номер 2 – это сборка противоположной стороны, в данном случае желтой. Здесь мы используем одну из 7 формул, которая вообще может выпасть в этом методе. Этап номер 3, и он же заключительный, это применение одной из 5 формул для того, чтобы завершить сборку. Первый этап основан лишь на вашей интуиции, но я покажу несколько примеров. Я не вижу здесь ни единого белого блока, но самая выгодная ситуация, на мой взгляд, это поступить вот так, то есть соединить вот этот блок, затем опустить этот элемент и загнать вот этот. У меня даже получилось собрать все по цветам правильно. Покажу еще один пример. Здесь я вижу на одной стороне уже 2 уголка, и здесь можно легко загнать вот этот уголок, а затем загнать и дальний. Ну и последний пример, а дальше мы перейдем к следующим этапам. Здесь я замечаю блок, и, как мне кажется, выгоднее всего будет сделать вот так, а потом загнать последний уголок. Перейдем ко второму этапу, а то есть к сборке противоположной стороны. Как я уже и сказала в начале, здесь мы будем использовать всего 7 формул. Ну и начнем, пожалуй, с первой. Это уже знакомая нам ситуация, которая называется уши, и выполняется она точно так же, как и в кубике Рубика. Ситуация номер 2 – это глаза. В классическом кубике Рубика это выглядит так, а выполняется она немного по-другому. Держать куб мы должны так, как показано у вас на экранах. Делаем F, анти-пиф-паф и F'. Третья ситуация – это восьмерка. На кубике Рубика выглядит вот так, но выполняется она как галстук. Четвертая ситуация – это вертолет. Выполняется точно так же, как и на кубике Рубика. Пятая ситуация – это глаза. Выполнять вы можете двумя способами. Это как на кубике F3 пиф-пафа и F'. А можете немного по-другому. Еще раз. Последние две ситуации – это правая и левая рыбка. Я их покажу обе. Здесь представлена левая. На кубике выглядит вот так. И выполняется следующим образом. И последняя ситуация – это правая рыбка. Выполняется она абсолютно зеркально. А теперь мы переходим к заключительному третьему этапу. Как я опять же и сказала в начале, мы будем использовать всего 5 формул. Ну а начну я с самой сложной, по моему мнению. Как вы можете заметить, на верхнем слое у нас нету ни одного блока, а сравнить можно с вот этим обычным PLL-алгоритмом копье. Держать мы можем хоть как нам захочется, и выполняем следующие движения.
Второй случай, когда у нас и на первом, и на втором слое есть блок. Этим блоком мы должны держать от себя и выполняем следующий алгоритм. Это все тот же второй случай, но просто чтобы вы не запутались, блок может быть не одного и того же цвета, а разных цветов, как, например, здесь. В этом случае мы точно так же держим блок от себя и выполняем ту же самую формулу. А потом нам нужно сделать просто доворот. Третья ситуация – это когда на всем кубе у нас есть лишь один блок. При этом он может находиться внизу, но нам нужно его поставить вверх именно в это положение и только потом начинать исполнять алгоритм. Следующая ситуация – это когда у вас полностью правильно собран первый слой, а на втором слое вы имеете блок. В таком случае можно выполнить обычный алгоритм PLL лямбда. И последний, самый легкий случай – это когда вы не имеете ни одного блока. Вам может выпасть так или вот так. Но суть от этого не меняется, вы не видите ни одного блока, а выполняется он всего 3 движениями. Ну и конкретно от ситуации вам просто нужно сделать доворот. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и включайте уведомления. Так вы не пропустите мои новые видео. Всем хорошего настроения, до встречи!